Какой прекрасный солнечный день и как хорошо дышится без оков фракции. Я больше не состою в итальянской мафии, и именно о минусах этой организации сегодняшний выпуск. И всем привет, друзья, добро пожаловать в очередной выпуск по ГТРП. И да-да, вы не ослышались, я больше не состою в итальянской мафии, меня выкинули из нее по одной из причин, о которых я расскажу дальше. И конкретно эта причина будет в конце видео, поэтому досмотрите до конца. Сегодня я бы хотел рассказать о минусах итальянской мафии на проекте GTA 5 RP. И сразу хочу предупредить, что это чисто мое личное мнение, и оно может совпадать с вашим, может кардинально отличаться, но начнем обо всем поэтапно. Дело в том, что меня давным-давно напрягала нынешняя ситуация в мафии, и менялась она, к сожалению, только в худшую сторону. С самого момента прихода в организацию тебя ставят на пост, но потому как ты все-таки устраиваешься охранником на винодельню. Я согласен с тем, что так называемые печеньки с 1 по 4 ранг должны охранять территорию, там стоять на постах, производить обыск людей, которые пришли на трудоустройство, ну и всякое подобное. Все вроде как хорошо и правильно, но ты становишься не просто охранником, а каким-то реально шестеркой. И вот тут мы подошли к первому минусу. Дело в том, что ты постоянно видишь в рации мафии фразы типа «1-4 ранг, сбор 10 минут, кого-нибудь выговор, сбор, сбор, сбор». И в большинстве случаев собирают для того, чтобы распределить людей по постам. И в принципе все это нормально, но а если ты уже стоишь на посту, то никого это не колышет, оставляй пост, сбивай график. Дело в том, что, как правило, стоят по полчаса либо по часу, ну имеется в виду это такая отметка, да, каждые полчаса надо сдавать отчет в рацию, и ты таким способом, ну тебе просто банально проще считать. Так вот, сбивай свой график, приходи в строй, жди там 20-30 минут, пока распределяют по постам, и, блин, иди опять становись на пост. То есть для кого это ни хрена непонятно. И также регулярно ты будешь видеть флут вроде 1-4 ранг, сбор на мероприятие, кого не будет кик, 1-4 ранг, срочно нужно 5 человек, кого не будет выговор. И так мы плавно перешли ко второму минусу. Мероприятия приносят баллы вашей организации, вашему лидеру, и зачастую, когда у лидера мало баллов, он попадает под риск быть снятым. И вот тут-то как раз для таких случаев объявляются дни мероприятий. Поймите правильно, мероприятия нужны, они важны для фракции, они разнообразят ваши мафиозные будни, но дело именно в организации этих мероприятий. У меня было видео о мероприятиях, можете посмотреть его, ссылку оставлю в описании. Так вот, главный минус мероприятий — это полное отсутствие организации. Если что-то, ну, например, пробежка, запланирована на 12 часов дня, то не думай, что ты освободишься к 13, а то и к 14 часам дня. Зачастую это затягивается на 2, 3, а то и на 4 часа, и все это время ты не то чтобы там совершаешь какие-то действия, не то чтобы, не знаю, там участвуешь в чем-то, да, вы просто стоите, ждете и еще раз ждете в строю. Кто-то вылетел из игры на 40 минут, кто-то отошел пописить, кто-то передумал, и надо ждать замену и искать ее и тому подобное. И второй подминус такой этих мероприятий — это опять же полное отсутствие свободного времени. То есть ты можешь прийти со школы, универа, с работы, захочешь отдохнуть вечером, порыбачить, например, но хрена с два. Сбор, 10 минут, кого нет, выговор, сбор. И ты должен через всю карту нестись по встречке, чтобы успеть и приехать туда. Но построившись, прождав 20-30 минут, опять же в строю, тебя могут банально не взять на это мероприятие, потому что людей уже набрали. И и все, и ты потерял 40 минут своего времени, едешь обратно рыбачить на пирс, подъезжаешь к нему, выходишь, паркуешься там. И тут, правильно, сбор и еще раз сбор. Получив заветный 5 ранг, у тебя появляется больше свободного времени, и тебе не надо стоять на посту, и... Хотя стоп.
Так было раньше, с недавних пор пятые ранги тоже должны стоять на посту, если они не состоят ни в каком отделе. Отделов в организации несколько, и просто скажу, что один из них занимается войной за бизнес и просто стреляются там постоянно. И поскольку постоянные пострелушки меня не особо интересуют, выбор остается не такой уж обширный. Это отдел, который занимается набором сотрудников, и отдел, который занимается непосредственно охраной клуба, охраной посольства. И если с HR-отделом все хорошо, но попасть к ним я так и не смог, поскольку у них и без того заполнен штат сотрудников и мест свободных нет от слова совсем. Но тем не менее, хотелось бы передать привет Адаму и Кию. Приятно было с вами общаться и находиться в одной организации. И остается отдел, занимающийся охраной, и ты либо без отдела пятым рангом становишься на пост, поскольку с недавних пор они тоже стали ставиться на пост в случае нехватки людей, и либо же ты состоишь в этом отделе, и людей не хватает, и ты правильно, стоишь тоже на посту. Пятый ранг в организации могут беспрепятственно ставить на пост, и это, полный бред. Твоя игра превращается в какой-то микс из просмотра ютуба с телефона, из скучного, залипалого и бегающих вокруг там старших рангов, которые, могут беспределить, стреляться с тазеров, не знаю, там бить друг друга битами, а ты не можешь в этом участвовать, ты просто-напросто стоишь на посту. Поскольку, находясь в мафии, ты не получаешь официальную зарплату, самый простой способ заработать — это, конечно, продажа контрабанды или так называемого винограда. Но это довольно быстро утомляет, хотя и не требует от тебя каких-то больших трудозатрат. Ты просто раз в 8 минут берешь виноградик и отвозишь его по точкам. А второе — это ограбление. Я думаю, все в курсе про то, что такое ограбление, и сами не раз сталкивались с этим. Но это довольно нестабильный вариант, потому что в большинстве случаев люди не тупые, они скидывают все деньги в банк, а отобрать можно только наличку, поэтому до свидания. Третий пункт — это ВЗХ, и такая же ситуация. Можно после пострелушки залутать немного оружия и продать его, но поскольку ВЗХ не каждый день, плюс не факт, что ты не отхватишь плюху в самом начале, и плюс не факт, что получится вообще что-то унести, поэтому понимаете сами. Последний по списку, но далеко не последний по значимости минус — это именно баллад. Здесь все как в реальной жизни. Если у тебя есть друг старшего ранга или подруга, то жизнь удалась. Ты можешь посещать все мероприятия, отрабатывать на 101%, дополнительно, стоять на посту, всячески помогать старшим рангам. Но гораздо чаще я видел людей, которые пришли по знакомству, когда я находился на 5-м ранге, и через 2-3 дня они уже 6-й, а я все еще 5-й. А все потому, что друг начальник какого-нибудь отдела, который раздает им оружие, выдает премии и другие плюшки. Сами все понимаете, в реальной жизни примерно все так и происходит. Итак, я назвал вам основные минусы, которые именно я считаю таковыми. Опять же, повторюсь, можете быть не согласны со мной, можете быть согласны, можете быть в чем-то согласны. Но за что же меня все-таки поперли? Так вот, отдельным таким пунктом я бы хотел выделить... Я не смог придумать, как его назвать. В общем, это связь реальной жизни с игрой. То есть дело в том, что старшие ранги, которые здесь находятся довольно давно, они слишком серьезно относятся к игре. Опять же, повторюсь, это не ко всем относится. Полным-полно адекватных людей, но есть и неадекватные, и так везде. Это не только здесь, поэтому не думайте, что я как-то там предвзято отношусь. Так вот, зачастую старшие ранги слишком серьезно к этому относятся, и они прям считают, что у людей не может быть личной жизни, свободного времени какого-то и тому подобное. То есть они думают, что ты должен отдаваться игре на 110%. Я сам часто видел, когда люди в отчетности в Дискорде отчитываются за то, что они,
чуть ли не пошли покакать, извиняюсь за прямоту. Буквально вчера или позавчера я видел такой отчет о том, что меня не будет в игре с 17 до 18 часов, потому что я пойду гулять с собакой. Мать твою, серьезно, ты отчитываешься за то, что ты пойдешь гулять с собакой в реальной жизни перед какими-то неизвестными тебе людьми? Ну это совсем уже клиника. И возвращаясь к тому, за что же меня все-таки поперли. Дело в том, что вчера был объявлен такой сбор, скажем так, собрание в Дискорде. И поскольку, опять же, у каждого личная жизнь, я просто не смог его посетить. Видимо, из-за этого меня поперли, там должны были чистить неактив и все такое. Но извините меня, если вы выгоняете человека с 5 ранга за то, что его не было один день в игре, то пошли бы вы нахер. Потому что, ну серьезно, я понимаю, что какие-то могут быть там непонятки. Я понимаю, что выгнать можно, если человека нет в неделю, и он никак об этом не предупредил. Но когда тебя нет один день, и ты выгоняешь человека, пошли вы нах. Так вот, я даже не знаю, что мы будем делать дальше. Будем ли мы продолжать вообще здесь какую-то историю, будем ли мы оставаться на проекте. И если у вас есть какие-то варианты игр, возможно, на которые вы бы хотели увидеть обзор, либо летсплей и тому подобное, то пишите в комментариях или в личке. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.